быструю тренировку. Разминаем рот перед аниме. Так. Так, все анимешники делают. Раз. У меня в поднятии уровня такой был писклявый голос. Я теперь тренируюсь правильно говорить, чтобы у меня не было писклявого голоса, а был глубокий, чувственно хороший голос, короче. Твой голос настолько писклявый, что мы у себя. Кто бы говорил, а? Я? Так, хорошо, потренировались, поболтали. Что там это? Я думаю, можно будет через... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Да. А, тебя об этом. Вот. Все, мы Всё в полной боевой готовности, можно здороваться со всеми. Да. Здрасте, ребята, здрасте. Ужас. Привет! Привет. Это снова мы. Это снова мы. Не ожидали? Да. Да. Люди, у которых стремительно растет блог, просто за какую-то неделю набежало 500 тысяч новых подписчиков. Мы безумно этому счастливы. Спасибо Да. всем за Вот. реакции, да. Миллионный просмотр просто вот идет прямо сейчас. Наш канал в топах Ютуба. Мы рвем весь сайт. Рвем Просто всех он- просто, всех рвем. Все, что нам требуется, воображение. Рвем все. Вот, да. И у себя Всем тоже. спасибо, ребята. У нас еще есть Бусти, можете заходить к нам туда, подписываться. Там есть всякие ништячки. Бусти уже ругается, что слишком много. Прям да. Конечно, сейчас, нет, но в будущем Не, будет. а почему? Мы с тобой, Руслан, проговариваем наше видение будущего, и когда мы так делаем, значит, мы к этому придем. Рано или поздно, Конечно. через 100 тысяч лет или 500, мы к этому придем. Так, ладно. Интересный контент на Бусти, не будем врать. На самом деле мы туда отправляем все, что не заходит на YouTube по неким причинам. Но мы стараемся вам показать все, что мы сделали для вас. Да. Даже если это нельзя показать здесь. Да. По мере авторских прав или там, допустим, какого-нибудь контента, который не позволяет быть здесь, например, кровь, какие-то шутки, может быть, там. Разные. Цензура, Да. вот все, что Да. сюда мы заливаем в маленьком там экранчике и так далее, можно спокойно посмотреть с нами на большом экране, без каких-то вырезок, ужимок и так далее, тоже на бусте. То есть нормальный формат заливается на бусте. Так что, На огромном экране вот такие вот вещи там, короче. да, хорошо. Вместе с нами. Давай не будем томить наших зрителей. Расскажи, Руслан, что мы им сегодня приготовили? Точнее, собираемся Сегодня у нас приготовить. очень интересная рубрика открывается. Это называется 5 на 5 случайное аниме. Мы будем открывать случайное аниме Так. с рейтингом от 0, с возрастным рейтингом 0, 6, 12+, но 18 не будем смотреть. Да, 18 не будет. Год выпуска не будем, пока не будет. А год выпуска от 2000 года. Чтобы не прямо очень олдовое аниме, но и что-то старенькое тоже было. Мы будем открывать аниме, смотреть 5 минут Так. и анализировать это аниме. И переходить к следующему. И в конце уже обзора мы скажем наш итог, что нам Да. понравилось, что нет, и скажем, какое аниме лучше всего из этого 5 нам зашло. Да, и Лучше какой из всех. них мы, скорее всего, в ближайшее время посмотрим. А может, нам попадется что-то Может. знакомое, потому что мы с Руси алды. Алды, да. 2008 год? Или какой? 2007-2008 плюс-минус, поэтому, скорее всего, Да. мы там встретим много всего знакомого. Может, вы тоже. Ну что, Надеюсь, вы встретите Да. нас там. сделаем вкусный Аниме. винегрет из анимешек, да? Мне не нравится слово винегрет. Винегрет, Не, ну, винегрет. Вкусный, но нет. Постоянно говорить винегрет. Салат. Салатик, микс. Что еще? Да. Джусь, аниме-джусь. Аниме-бургер. Как вам? Очень вкусно. Пицца. Аниме пицца. О май гад. Пицца, аниме-пицца из 5 разных вариантов. Вот. Надо сделать чай вам. Обязательно там. Да. Вот это. Без этого нельзя смотреть. Вот, нельзя. Вкусняшки, Совесть, несите совесть. вкусняшки. Можете в комментариях оставить там фотки с вашими вкусняшками. А ты уверена, что на Ютубе можно? Напишите, что вы будете кушать, что будете пить. Мы обязательно вам ответим, что мы завидуем вам. Потому что сейчас мы не будем кушать. Возможно, только выпивать. Хорошо, ладно, фотки ваших вкусняшек можете присылать нам в другие соцсети, например, Телеграм-канал или куда, Руслан? ВКонтакте, Телеграм, возможно, Инстаграм. То есть, очень много разного у нас будет. Все ссылки будут в описании, посмотрите, вот где-то вон там, Да. вот вон там заглядывайте. А теперь надо начинать, потому что мы снимаем уже больше 5 минут про то, какие мы классные. Лайк. Если хотите, чтобы мы продолжили, да, лайк. Ну вот, На самом деле, да, посмотрите пока что. Мы вас убеждаем, если вы сейчас лайк поставите, вам понравится, все, пожалуйста. Это очень важно. Так, начинаем? да, Начинаем? да, давай начнем. Что там у тебя на рандомице первое? У нас есть сайт, который нам выведет как раз-таки рандом аниме, и мы сейчас и это сделаем. Итак, 1, 2, 3, искать. О, что-то очень хорошее. Дневник Хинако. Вот, дневник
Хинака, рейтинг 7, режиссер Такео Такахаси, сценарист Мицуки, композитор Юкари Хасимото. Год выпуска 2017 год. А тут у нас милые аниме-девочки в наряде горничной школьницы. Я не могу найти дневник Хинака. Ты не можешь найти дневник Хинака? Нет. На, Кошмар. На- на определенном сайте я его не могу найти. Я... А ты написала Хинако? Ребята, я нашла дневник Криса, дневник Слизи Попаданца, дневник будущего. Ну, это нам не подходит. Мы хотели посмотреть дневник Хинако. Ищем Поехали. следующее аниме. У-у-у. Так, искать. Следующее аниме «Хранительницы веселые девчата». Я уже Хорошо. подозреваю, что не будет этого аниме. Почему-то. Итак, Ну, почему это тебе у нас- попадаются странные... у нас Хорошо. это девчата. Хорошие Давай девчата. так. Мгм. Давай так, если мы не находим по твоему описанию аниме, я предлагаю нам то, что выдает Джитсу вместо этого аниме, и мы смотрим это аниме вместо того, что нам выпало. Первая строчка? Почему бы? Или какая? Или Давай последняя? первая строчка. Вот мне выдают Канаги. Как тебе? Мгм. Так, ну давай посмотрим. А- Канаги. Ну нет, давай Канаги. тогда начнем со следующего дубля. Я нажму еще раз поиск. Так. Видео, Так. если не найдется, то уже первая строчка, чтобы интрига была. Охрененно тупая идея. Попытка номер 3. Искать. Искать. Ветер любви. Руслан, у тебя какое-то настроение такое романтичное, тебе все попадаются какие-то девчонки. Да. Ну тут, конечно, рисовку, глаза можно выдернуть себе с такой рисовкой. Руслан, нету ветра любви на Джутсу, Ветра но нет? есть. Нету. Ну что есть? Но есть вот по первой строке любовь и продюсер. Смотрим. Это звучит интересно. Первое Я аниме надеюсь, на 5 минут. это не пошлости какие-нибудь, я надеюсь. Нет. Так, хорошо. Я тебе, пока я тебе все скидываю, ты можешь зачитать, про что это аниме. Так, как называется? Продюсер и ветер? Любовь и продюсер. Вот это поворот! Любовь и продюсер. Любовь и продюсер. 1,5 года назад у симпатичной девчонки необычным образом умер отец, который был продюсером. За последние годы компания отца потеряла рейтинги в шоу-бизнесе, а потому красавице было суждено взять все в свои руки. Недавно милашка нашла необычные записи отца, в которых он рассказывал о новом шоу под названием «Удивительное открытие» и о своем расследовании мистических событий. Дочь решила выполнить последнюю просьбу продюсера, а потому занялась раскруткой программы. Оу. Я думаю, это будет интересно, если даже мы будем смотреть 5 минут. За 5 минут это аниме должно нам показать все. Да, я тебе скинула ссылочку, открывай. Мы Мгм. сейчас все своими глазами увидим. По крайней мере, я ни разу не слышала Все, я открыл. про это аниме. Так, хорошо. Все, ты там качество все выставь, чтобы Да. нашим зрителям было удобно смотреть. Наши зрители нолик. будут смотреть в 1080 пикселей. Ну что, поехали, Руслан? Поехали? Идет? Да.
Кто ты такой? Кто ты такой? Вау! Почему я не умерла? Почему время остановилось? Почему ты спас меня, ведь я обычный человек? Что за... Почему ты такой красивый? Он выглядит как мальчик. Лет 12. А как кто он должен выглядеть? Как такой мальчик смог поднять такую девочку? Ну подожди, девочка весит килограммов 30. 40. Даже я могу 30, поднять 40. такую девочку. Ты уже взрослый человек. А вот этот мальчик, ему 11 лет. Ты думаешь, 11 лет сможет поднять 30-40 килограмм? Во-первых, мне кажется, ему там 16 или 14. У него маленькие ей? пропорции лица. А ей 8, 7-8. Вот. 7-8 лет. Да. Ну, давай поспорим. Я говорю, что ей 7-8, а ему лет 14. Ты говорил 16. 16. Я думаю, ему 12, а ей... Я уже не помню, как она выглядит. Ну, давайте, что она одногодка его. 12-12. Хорошо. Хорошо, романтично поймал. Что дальше? Это сон? Я еще ничего не знаю. Ни о драгоценных встречах, которые меня ждут. Ни о невероятной, жестокой, леденящей правде. Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Гипотеза Красной Королевы. Бред. Как можно бежать со всех ног и оставаться на месте? Почему она, когда бежит, она вот так бежит? Вот так. Руслан, ты же так же бежишь на работу, когда опаздываешь, нет? Нет, я бегу как фотомодель. С меня красиво пот стекает. Я вот так отряхиваюсь. Она просто вот так. Просто вот так бежит. Ну, а что Зачем? ты хочешь? Это лимитированная анимация. Она не может по-другому бежать. Это было бы слишком дорого. Вот что она не знает? Она сказала, но я еще ничего не знаю. Что? Ну, значит, будут какие-то загадки. И, к слову, мы уже посмотрели почти 2 минуты, пока ничего не понятно. Либо наш винегрет с тобой будет из с непонятных кусочков, либо нам придется посмотреть на пару минут побольше. Нет, Ну, нет, посмотрим. 5 минут это предел. 5 минут предел. Хорошо. Что там дальше-то? А? Если вкратце, то я как бы и режиссер, и продюсер. И фото тоже ты сделала? Глубоко под городом неизвестные рептилии. Может, это новый вид? Ну, в трубах и правда что-то есть. Ну вот заснять я никак не смогла. Пришлось загримировать игрушечную игуану. Целое ведро на нее вылила. В следующий раз лучше на себе опрокинь. В каком смысле? Ребята, закругляемся. Ясно. Ты тоже свободна. Что нам делать? Мы отстаем от графика. Дай мне пару секунд. Может, я что-то придумаю. Я же говорила, что не стоит связываться с ютубером вроде нее. Ее волнует только количество просмотров. Юй, это ты сказала, что неплохо бы взять ютубера для разнообразия. Ладно, ладно, не тянем кота за хвост. Выходим в эфир, никого не ждем. Я тут обо всем позабочусь, но... Что дальше-то? Шоу о чудесах и истине. Удивительные открытия. 2 года назад отец неожиданно скончался и оставил мне свое шоу. В то время я была еще студенткой, а теперь президент Кисеки Entertainment, небольшой студии, которую основал мой отец. И мы даже как-то держались на плаву, но
Мы полностью зависим от спонсора Huawei Group. Если они откажут нам, это будет конец. Я изучу эту историю еще раз. Ты поскреб... Что-то какая-то грустная история. Умер папа, что-то оставил дочери. Ну, не, круто, что ей перешла компания, но как-то слишком грустно, сложно. Но это жизнь. Я думаю, в жизни и не такое случается. У нее просто мог умереть папа без компании, как бы. Или, например, просто компания могла исчезнуть, но отец остаться. А вдруг отец там был не самый хороший, тогда это может быть там и неплохо для нее. Ну, разные ситуации. Нам не рассказали. Ну, была фотография отца, как он улыбается вместе с дочерью. Но для фотографии и они могли вместе улыбнуться. Это не означает, что у них все хорошо было. Ну да, интересно, она училась на кого-то, кто связан с телевидением? Как ей перешла компания, и она тут все разруливает? Или ей просто досталась компания, и она такая, да, сейчас я все вникну в это, пойму, начну тут снимать все. Ну, по заявлению ее, то, что она... Ну, я ничего не знаю еще там. Мне кажется, она ничего не знает. Это очень сложно. Вот так прийти в компанию, ничего не зная, и пытаться все разрулить. И учитывая то, что у нее теперь как бы компания идет в убыток, скорее всего, она и не понимает ничего в этом деле. Если бы она хоть чуточку, ну, что-то на среднем уровне понимала, возможно, компания была бы на плаву хотя бы. Да, может, стоило подумать про продажу компании. Да, нам. Нам, Да. да. Мы бы перепродали чуть дороже и все. И проблем нет. Ну, меня поразило вот то, что она связалась с девушкой-ютубером, которую волнуют только лишь просмотры. Вообще Омерзительно. ужас. Омерзительно, нет. Как так можно? Как так Невозможно можно? быть таким ютубером. Вот. Ну, не надо так делать, ребята. Вот. Ставим лайки, Надо быть ставим лайки. ютубером не за просмотры, а за просто так. Просто так, да. Не забывайте репостить нас, кстати. И лайкать, лайкать, лайкать. Так, у нас 5 Ну, минут прошло или нет еще? Нет, еще 2 минуты и все. Хорошо, смотрим дальше. Это будет бомба. Вообще-то, я нашла потенциального консультанта. Мы должны встретиться сегодня днем. Приглашенный лектор из университета Ренко? Когда ты успела? Если не сработает, я сдаюсь. Анна, можно я пойду? Только сегодня, хорошо? Спасибо. Юй, переходи к материалам по загадочному льду. Эй, президент! Анна, это точно хорошая идея? Если она что-то решила, то никогда не отступит. Это у нее от отца. Это Кира! У него вышла новая песня. Какой клевый! А что, если нам позвать звезду вроде Киры, чтобы поднять рейтинги? Он ни за что не согласится прийти в такую маленькую студию. Пару месяцев назад в интернете писали о странных происшествиях, связанных с искажением. Ну чё, как тебе, Кира? Сосны. Неплохо. Ну ладно. Я не знаю. Ну, это обычная звезда попсовая, мне кажется. Типичная. Типаж прям, да, конкретный парень-звезда, светловолосый, прекрасный молодой человек с серьгой в ухе. Немножко хулиган, но в душе добрый, да? Давайте предположим, что случится. Вот эта девушка попытается подписать контракт с каким-то человеком, которого она нашла Да. только что. Вот, побежала к нему. Но ничего не получится, и в конце встречи она пойдет расстроенная и случайно наткнется лицом об эту звезду, и там, может быть, упадет, может быть, он упадет, и потом такие: ой, как плохо, простите, а вы что, вы кто? А Ой, я,
А я не согласна. А я не согласна. Я думаю, что она придет, а этим консультантом окажется тот мальчик, которого мы видели в начале серии. Он вырос и превратился в хмурого, темноволосого молодого человека. И сначала он отказывается, но происходит что-то, с чего он меняет свое решение. И он такой, ну ладно, давайте сотрудничать. Ну, давай посмотрим, у нас осталась минута примерно. Надеюсь, мы узнаем, что там случится. С искажениями. Время и место каждый раз разное. Может, время и место переплелись? Или люди потеряли ощущение направления? Теорий существует много. 2 года назад отец проводил одно расследование. Правда, похоже, он так и не докопался до истины. Папа. Думаю, правда с неба не падает. Руслан, как ты был прав? Ты сказал, что они встретятся сначала со звездой. Я не ожидала, что Руслан будет прав. Ну, я вообще-то сказал, что они встретятся сначала с человеком, с которым они хотели подписать контракт, потом что-то пойдет не так, и они встретятся со звездой. Что за тупой вброс? Почему нам сразу говорят, типа, вот сначала, типа, о, она работает директором, там, папа умер, ну, типа, дела идут плохо, надо подписать что-то там, найти людей на канал. И потом меняется кадр и говорят, в городе происходят неожиданные там вот эти аномалии. Мой отец расследовал их. Зачем? Аниме было про Да. бизнес. Аниме было про Нет. бизнес. Почему про бизнес? Это все хитросплетение сюжета. У тебя будет история про искажение времени и про девочку, которая как-то с этим связана. Вот. А в приправу тебе будет вкусный парень-звезда, консультант, и все это вот свет софитов, камеры, общее дело. Нет. Кстати, мы даже дошли до конца 5 минут, и мы не встретили этого взрослого мальчика. Мы Но же я так хотела встретили. Он увидеть. стоял в капюшоне. Это он был, мне кажется. Это не он. Почему? Ну ладно, можно мы взломаем систему, я мотану туда, где он появляется, и мы просто увидим его лицо. Ребята, кто не будет, ну точнее, кто захочет, тот увидит лицо этого молодого человека, поймет, на что он подписывается, и, возможно, будет уже смотреть без нас это аниме. Ну что, посмотрим, как он вырос? Ну, давай. Как хочешь. Хорошо, я нашла этот момент, и мне кажется, он прекрасен. Давайте посмотрим. Ну как, Фу. нормально мы? Фу. Причем это... Зачем? Хорошо сделали, да? У вас уже трепетнуло там сердечко где-то внутри? Бабочки зашевелились? Или в животе там что-нибудь зашевелилось, и хотите остановить этот порыв, пока вы не досмотрели это аниме? Зачем? Зачем? Ну, Это романтично. Ты посмотри. В детстве это было довольно мило, а сейчас, как он вырос, ты посмотри, он же выше, чем чем все. светофор? Что? Че? Почему он? Почему она? Почему он в Что за, костюме? Если он что кто-то... за глупый вопрос? Если он в костюме, он значит какой-то там работник, директор, там менеджер. А зачем он... Все, мы все поняли. Ну вот, она придет к нему на консультацию в следующий раз, и он ее узнает, и только поэтому он согласится.
Он типа ведет двойную жизнь или что? Если он такой весь магический, почему он ведет людскую жизнь? Или что, почему, Т- что? Руслан, бесполезно задавать вопросы. Мы посмотрели 5 минут этого аниме, и, к сожалению, мы узнаем ответы на эти вопросы, если потом посмотрим его полностью. Хорошо, давай смотреть А, следующее тогда. да, но в целом мне понравилось. Рисовка, кстати, прикольная, довольно Очень освежающая. красивая рисовка. Мне нравится тоже. Реально, рисовка очень хорошая. Итак, мы хотели посмотреть «Ветер любви», но мы посмотрели что-то другое. Я думаю, это лучше, чем Любовь и это продюсер, да. лучше, чем «Ветер любви» по рисовке, как минимум. Итак, давайте дальше. Следующее аниме, которое мы посмотрим. Герой Юки Юна. Сейчас мы попробуем его найти. Опять милые девочки. По-моему, одна О, девочка инвалид, к сожалению. нашлось. Ура! Кстати, нашлось. И Супер. какая-то история про школу, возможно. Сейчас мы посмотрим это аниме. Итак, Слушай, а вот у тебя, я по той же ссылке все набрала, вот у тебя сейчас у меня появилось, обновилось? да, у меня появилось. Шикарно, шикарно. Все, А, я поставил. будем описание читать или так, просто сходу? Давай прочитаем описание. Ты прочитаешь или я? Давай. Давай ты, потому что у меня тут ничего не открыто. Средняя по школа описанию. Саншу отличается от других учебных заведений тем, что именно в ней находится необычный клуб героинь. Этот кружок по интересам был основан девчонкой по имени Юки Юна, которая всю жизнь посвятила помощи нуждающимся людям. В стенах школы девушка вместе со своими подругами помогает одноклассникам и другим ребятам. За пределами учебного заведения девчонки оказывают помощь пожилым людям, а также собакам и кошкам. Клуб героинь готов прийти на выручку любому человеку, который попал в беду. Однажды во время занятий произошло нечто необъяснимое. Весь город оказался в объятиях радужной вспышки, которая перенесла школьниц в загадочное место. Подруги не успели опомниться, как на них напал монстр. Жуткие существа во главе с Вертексом веками пытаются уничтожить божественное дерево Шинджу, которое помогает человечеству жить в мире. Во время нападения Юки сумела пробудить сверхъестественные силы с помощью мобильного приложения. Бесстрашные Как классно! воительницы получили уникальные способности и оружие, а потому они вступили в бой с чудищем, но красавицы подумали, что все происходящее было понарошку. Шикарно, шикарно. Начали одно, закончили другим. То есть вроде начиналась как благотворительная история, закончилась как исекай с волшебницами. Круто. Опять. Почему нам втирают что-то сначала одно, нормальное, и потом мобильное приложение, сверхсилы, монстры, миры Ой, какие-то. ой, я не знаю, Руслан, наверное, времена такие. Ну, давай посмотрим, может быть, это будет классное аниме, что мы с тобой не сможем оторваться вообще. Давай посмотрим. Давным-давно жил-был герой, и он отправился в путешествие, чтобы остановить короля демонов и связавшего мирных жителей. Наконец, герой достиг замка короля демонов. Я уже здесь! Демон! Демон! Прекрати свои злодеяния! Это не я стал первым издеваться над людьми, а они, испугавшись меня, и назвали злодеем. Но отвечать той же монетой не выход. Все классно, все знакомые люди, персонажи, король демонов, рыцарь, герой и так далее. Учиха Знаешь, Саски, Руслан, Наруто Узумаки, там такое. знаешь, сколько вебтунов я прочитала с королями демонов? Как минимум один. Много разных. Просто с разных углов я эти истории знаю. С королями демонов, с прекрасными принцессами и рыцарями. Но тут король Да. демонов выглядит как демон, а не как красивый мужик с зубами и рожками.
по крайней Ну, мере. к сожалению, пока да. В моих историях король демонов это горячо, да. Нет, знаешь, он похож на Сквиртла. Помнишь покемона вот этого, черепашку? Да, кстати. Сквиртл, когда его Точно. уволили с покемонов или мало экранного времени уже дали, и он начал подрабатывать королем демонов. Ну, какая разница, а какое отличие? Да, рыцарь похож на Чермандера, просто желтоватый. Он типа покрасился. Они подружились и пошли работать в какое-то аниме про школьниц, короче. И, может быть, это их мечта была даже. Мы это узнаем. Мы докопаемся до истины. Докопаемся. И Вполне. кто-то порвал рот рыцарю. Смотри, какой широкий рот. Ужас. Простите. Я... Смотри дальше. Все, посмеялась. Я хотела сказать что-то умное, но у меня в голове ничего не осталось в этот момент. Да, было бы это видео для Бусти, вы бы увидели, что она скажет. Но это видео мы выложим, скорее всего, на Ютубе. Ну, на Бусти не забывайте заходить. Ну сам, почему я нажимаю, ты начинаешь говорить? Ты специально, да? Я не успеваю просто нажать. Так, все, нажимаю. Не выйдет. Меня опять заклеймят злодеем. Я не считаю тебя таковым. Вот это поворот! Блин. Хорошо, что никого не задело. И что делать теперь? Удар героя! Чего? И вообще, зачем тут удар? Они же договориться пытались. Но... Получай! Разрушение короля демонов! Сестренка! Инцуки, музыку! Вроде... это... Тему короля демонов? Здесь ты встретишь свою смерть! Она полностью вжилась в роль! Чтоб тебя! Нужно, чтобы дети поддержали героя. Дети, помогите герою! Сожмите кулачки и придайте ему сил! Не сдавайся! Не сдавайся! Не сдавайся! Не сдавайся! А что, весело, да, у них там? Очень весело. Мне кажется, когда ширма упала, они еще сильнее обрадовались. А, две школьницы красивые к нам пришли, это не какие-то куклы. Вот эти. Да, Ставить постановку. Я бы хотела попробовать поиграть в кукольный спектакль. Кстати, это сложно. Я Вот. бы не хотел. Ну, я бы хотел, например, сделать каких-нибудь кукол, может быть, дизайн, вот. Что ты там делаешь? Ну, это, конечно, не то. Ладно, я в следующий раз найду какую-нибудь куклу, Вуду. которая это... У нас будет третий друг за просмотром. Какая-нибудь говорящая игрушка, не знаю. Да, третий друг нам будет нужен. Что ты там потерял? У меня есть только вот он. О, как это мило. Покажите мне уже нормальное аниме без всякого тут запикай. Все. Все, теперь вы увидели всех наших друзей. Да. Смотрим? Да. Они лишили меня сил! Сестренка, классная импровизация! А теперь удар героя! Больно! Теперь ты понял, король демонов? Дружить лучше! Заканчивай скорее! Таким образом, объединив усилия, люди победили короля демонов и спасли страну. Это ваша заслуга! Ура, ура! 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 Мне стыдно говорить об этом, но девочка сидит, расставив ноги в сторону детей, там у нее все видно. Ну, не всем, но видно вот этому пацану, который сидит слева, Чуть наклонившись, первый ряд, да? ближе, который вот Так так вот. наклонился, да. Как бы
Я не знаю, на что она рассчитывала. Вообще, Что? если такие казусы происходят, нужно на себя надевать костюм рыболова, вот эти, понимаешь, да? Там в болото, в котором ходят же. Ну, как минимум, не сидеть, расставив ноги в стороны. Девочки, помните о таких вещах. Ну, мы говорим о здоровье, потому что может продуть, а так, как хотите. Заботливо, Руслан. Очень заботливо. Вот так мы и проводим наши внеклассные мероприятия. Президент нашего клуба, Иноподзе Кифу, выпускница, сочинила эту замечательную пьесу. А это первогодка, младшая сестра нашего президента, Ицуки. Она обожает свою сестру. А это моя лучшая подруга, Того. Она переехала в прошлом году и теперь живет по соседству. Пусть мои лучшие подруги, но я зову ее по фамилии. Задача нашего клуба — помогать людям. Да, мы клуб героев средней школы Сансио. Неподражаемая Юки Юна. Сколько клише они понабрали и вот этих, типа, вкину я всякого, типа, чтобы сюжет потом развивался. Ой, это моя подруга, самая лучшая, но я называю ее по фамилии, это так необычно, это создает тайну. А это вот моя старшая сестра, она выпускница, как жалко, что она выпускается в этом году, сделаем трогательный момент. А мы все там первокурсницы, такие неопытные, столько историй можно сочинить с этим. Это просто вкиды вот такие, типа, давай вот это, и высосем все из пальца вот потом. Руслан, кстати, как думаешь, а для кого такие аниме создаются? Кто зритель? Вот ты смотришь аниме про девочек-волшебниц? Я должен ответить нет. Нет, я не смотрю такие аниме. Нет. Понятно, я должна сделать вид, что я тебе поверила. Да, правдивее. Ладно, мы не знаем, кто смотрит такие аниме про девочек-волшебниц, но это не мы. Я тоже не смотрю. Это, Нет. скорее всего, мальчики-волшебники смотрят. Которые волшебную палочку берут и такие, новая серия. И колдуют. И колдуют, да. Чтобы там ширма упала, девочка такая, Ой, ладно, они увидели мой позор. Что делать? Надо отвлечь их. Ладно, а то мы с тобой сейчас не в ту степь уйдем. Вообще, девочки, делать добрые дела. Начнем с этого. Встать! Поклон! Великому Синдзю! Поклон! До новой встречи! До свидания! Юна, мне нужна будет твоя помощь в будущей игре. Хорошо, я приду. Занята сегодня? Снова клуб? Геройский клуб? Да, геройский. Я никогда не привыкну к этому названию. Меня тоже подруги часто спрашивают: Курата, ты занята сегодня? И я такая: да, геройский клуб. Да, геройский клуб. Если пару букв убрать, там уже будет... Ничего не надо убирать. Ребят, вы же помните, что я госпожа Курата, сранговая охотница. Кто я еще? Бесподобная, прекрасная черная кошка Курата. Вот, запомните. Нет, тебе кажется. Я сначала думал, вот они же сказали, встаньте, поклонитесь великому, кто там, Синдзю. Синдзю. Да. А вот эта девочка в премиальном кресле, она не встала, я сначала подумал. Ну,
оказалось, что это инвалидное кресло, конечно. Да, да. И, ну, типа, она должна была поклониться как-то? Она поклонилась, ты видела или нет? Я вообще... Если честно, оказалось, что я смотрю не глазами, а чем-то другим, потому что я даже не заметила ее в премиальном кресле и даже не думала о ней. А что за Поэтому Синдзю? А что за Синдзю? Кто это? Это типа вот из Евангелиона кто-то вот этот Синдзю? я не знаю, но там, если вы видели, стояла статуйка вот в этом мини-храмике, да, над доской, и это было похоже на очередного покемона. Там просто был такой кактус с глазами. Слизни какие-то, как будто, да? Деревянные. Слизни, да-да-да. И окна очень странные. Ты заметил? У них какие-то окна вот крест-накрест, что ли, там? Почему? Да-да-да. Не знаю. В общем, странная история. Думаешь? До встречи! Привет! Юные только прибыли! Привет! Рада видеть вас! О, привет, девочки! Вчерашний кукольный спектакль удался на славу! Да? Как по мне, мы едва справились. Но мы молодцы! Все были очень рады. Импровизация Юны спасла нас. В самом конце я думала, меня хватит удар. Герой не должен заморачиваться насчет такого. Ты, как всегда, мыслишь позитивно. Ладно, начинаем сегодняшнее совещание. Да! Милахи! У нас накопилось множество запросов. Многовато. Поэтому в этом месяце мы объединим усилия. Вовлечем всю школу, чтобы найти хозяев этих котят. Сразу видно, что ты на год старше. Выдвигаешь такие смелые идеи, пытаясь привлечь школу. Спасибо. У нас вышли 5 минут. Да. Нам в итоге в конце показали киски какие-то там, хозяева. Вот они типа благотворительность делают, находя как бы теряют кошек люди и потом находят вот их настоящих хозяев или просто находят рандомных Нет, хозяев? они клуб добрых дел. Вот этим котикам, я так понимаю, будут искать хозяев, то есть пристраивать их в добрые руки. Мгм. Наверное, я не думаю, что это все потерявшиеся кошки, и они будут их искать. Вот, скорее всего, они будут раздавать их. Ну, а так круто, что, видишь, у них есть такой добрый клуб, геройский, из девчонок, и они делают очень добрые дела. Это так А мило. где эти кошки сейчас? Возможно, на территории школы спят в коробочке. Ага. Будут 6 кошек спокойно спать на территории школы в коробочках. Их нужно Ну, я... содержать, кормить. Они сейчас в приюте или как? Ой, Руслан, я думаю, что вся школа присматривает за ними. Ой. Талисманы? У нас тоже подкармливали каких-то котиков на территории школы. Хотя вот у меня есть классная фотка со школьных времен. Там я сфотографировала сзади нашу уборщицу школьную, и она несла кота за 2 задние лапы просто на улицу. Я помню. Там уборщица была размеров XXXL, и кошка бедная, как мешок. Да, но ни один котик не пострадал, все нормально. Хорошо. А какие итоги мы можем подвести по этому аниме, пока за эти 5 минут? Рисовка классная, идея добрая, про добрый клуб. Вот. Да. Девчонки милые. Приятная графика, там используются 3D-элементы, я видел, машины, никто этого не будет рисовать в 2D. Милые, в принципе, персонажи, пока что школьная атмосфера Кей-Он как будто просто идет. Да. Вот, ну и практически все, что можно сказать. Ну, странные окна, странные какие-то синдзю, непонятно. Вот окно тоже видим, крест. Почему крест? Да, ребят, напишите, если вы знаете про такие окна
С чем это связано? Вот. Надо напишите в узнать, комментариях. надо будет узнать. В Помогите общем, нам. советуем. Да, я не знаю, что там дальше с Исекаем и волшебницами, но начало прикольное. Все, Начало давай такое. третью. Мы, кстати, с тобой вообще так нормально сидим, у нас уже почти час записи. А только 2 из 5. Ну да, да. Давай следующее начнем. Давай, я готова. Итак, я перешел Будет на оно. страницу рандомного аниме, нажимаю раз, два, находим новое аниме. Клетки Я за готова. работой. Классное аниме! Обожаю его! Ребята, прям всем советую. Я смотрела вот первый сезон точно, второй сезон вроде бы да, но я могу ошибаться. Мгм. Там потому что есть теневая вот эта история, она немножко отличается от основной. Вот эту теневую историю можно не смотреть. Короче, Руслан, а ты не смотрел? Я начинал смотреть, и это странное И? аниме, как по мне. Оно какое-то слишком то ли детское, то ли несерьезное. Ты Мне не чего? понравилось. Как это детское, как это несерьезно? Я смотрела, и во-первых, я шиперила этих двоих. Я потом еще искала какие-нибудь там шиперские арты, все дела. Мгм. Мне очень понравилось. Есть в этом какая-то химия, короче. Вот. Мгм. Ну, сейчас увидим. 5 минут этого аниме покажет нам начало. Да, да. Я прям радуюсь. Ну что? Все, запускай. В теле взрослого человека живут и беспрестанно трудятся 37 триллионов клеток. А у тебя, кстати, звук нормальный, потому что у меня он тут не на полную громкость. Звук аниме нормальный? Ну, его как будто хуже слышно. Я сейчас себе погромче сделаю. Да, давай, чтобы наши зрители тоже слышали все. Чтобы не только мы это слышали. Мгм. Нет, зрители будут слышать, скорее всего, на 100%. Это для меня громкость регулируется. Все, окей, тогда запускаю. В нашем теле 7 миллионов клеток. Продолжаем. Дендрит. Артерии. Простите за задержку. Вот сегодняшняя порция кислорода. Эритроцит. Гемоглобин придает ей красный цвет. Благодаря циркуляции крови она доставляет по всему телу кислород. Распишитесь вот тут. Спасибо. Удачи вам. Хорошо, благодарю за заказ. Что за? Чего? Нет, это они! Бегите! Ну черт! Пендантели пробили! Даже с одного взгляда можно понять, что это место создано для нас. Ни жарко, ни холодно. Да и вдобавок ко всему тут куча еды. Вообще, я после просмотра этого аниме столько всего узнала про наш организм. И Это хорошо. реально, вот, ребят, да, ты поцарапался, а у тебя там, война идет. Клетки борются вот с такими вот злодеями. И, в общем, надо себя беречь. Даже маленькая царапинка может привести к летальному исходу, если вовремя не помыть рану, да, не обработать. Обязательно мойте руки перед едой, ну и так далее. Мгм. Почему вот эти злодеи выглядят как покемоны опять какие-то? Причем в каждом аниме нас преследуют эти покемоны. Это первое. Дальше. Если им так необходим кислород, почему они не организуют центральную доставку кислорода по трубам, как у нас отопление или газ, или вода, и Потому контролировать что через счетчики, допустим? потому что тут постарались изобразить клетки в виде персонажей. И кислород доставляют именно красные клеточки. А вот белые, кто эти там, я забыла, лейкоциты вроде, да, называются, они
защищают организм от всяких там бяд. То есть тут постарались максимально все продумать, как можно. Ну, вообще это сложно показать организм в виде вот такого общества. Мне кажется, я бы не додумалась это всё. Согласен. Но это можно назвать хуманизацией. Хуманизация Да, да. клеток. 100% это хуманизация клеток нашего организма. Это интересно продумывать. То есть, а давайте вот эти клетки, они будут вот такими, они же вот делают вот это, а вот эти клетки вот такие, давайте вот это сделаем. Я вот, Руслан, тебя заспойлерю, ты не смотрел дальше. Я не знаю, сколько ты там серий посмотрел, но там прикольные появляются дальше всякие макрофаги, всякие там ниндзя-клетки, которые появляются только в особых случаях, клетки памяти, и это все так интересно просто сделано. Прям, М. да, в общем, я советую. Сразу захотелось посмотреть. Мир принадлежит только нам. Для начала избавимся от этих надоедливых местных. Сдохни, зараза! Умри! Кто это такие? Это лимфоциты из дивизии нейтрофилов, Ю-1146. Все вторженцы были уничтожены. Вот это лимфоцит, да, Руслан? Мгм. Я правильно услышала? А я сказала лейкоцит. Да, вроде. Это означает, что у меня вообще нет никаких способностей запоминать полезную информацию, связанную с какими-то там химия, физика. Все это мимо меня пролетает. Но ничего. Вот. Ты посмотри, какой он классный вообще, какие они классные. Это ж... Это Я прям балдею. Л в кепке. Просто высветлил себе волосы. Кожа, в принципе, такая Да. же светлая остается. И он начал убивать. Просто. И все. Да, он, кстати, чем-то даже по характеру, мне кажется, похож на него. А еще закину маленький спойлер. Они знакомы с детства, но они об этом не помнят. Как Вот. неожиданно. Это А. поворот То есть сюжета. То есть тут вообще так тянется, мило тянется, это немножко романтик-линия, но ее как будто бы и нету продолжения, а мне бы хотелось, вот. В общем, держали меня на крючке все это время. Руслан, держали. Нейтрофил. Его главная задача — поиск и уничтожение народных тел, попавших в организм. К примеру, бактерий. Нейтрофилы составляют более половины лимфоцитов в крови. Слушайте сюда, ни одна бактерия не должна уйти. Пропустим хотя бы одну, возникнет куча проблем. О, это же белые. Страшные. Я несколько раз слышал о них. Никакой жалости. Еще остались? Нет. Да, так это и есть белые. Эй, на что уставилась? Проблемы? Нет, просто я... Большое спасибо за помощь. Еще бы чуть-чуть. Не стоит. Я делал свою работу. Ну, то есть не за что. Ага. Закончили уже? Убью! Убью их всех! Это любовь с первого взгляда. Ну, не с первого, конечно, но да. А почему она, типа, смотрит на него так? Она типа, удивилась, что он ее спас, так резко убил вот этого монстра, и... О, как это классно, ты мой герой, или что? Ну, Руслан, я бы тоже на него так смотрела, если бы я рядом оказалась. Ты посмотри, какой парень. Молчаливый. Один глаз скрыт за челкой. Суровый. Dead inside. Спас ее. I'm dead inside. Это же комбо. Ну, это да. Вот черт. Проклятые белые. Ничего, это далеко не конец. Ужас какой. Нужно поскорее доставить это в легкие. Так, вроде бы тут нужно свернуть направо. Венозный клапан.
Тут одностороннее движение. Ой, она, кстати, постоянно ломится не в те двери. Вообще просто плутает по организму. Это ее особенность? Да, у нее топографический кретинизм, как у меня. Как у Зоры из One Piece, например, еще, да? Да, да, нас таких много, ребята. Я думаю, очень много. Тех, кто не в те двери всегда заходит, там, не в те окна выходит. Я не знаю. Из-за таких клеток и разрушается организм, мне кажется. Как бы она может убить человека. Ну да, видишь, она в венозный клапан куда-то суется. А прикинь, она б туда прошла. Все, до свидос. Да, да. Простите, я новенькая. Начала сегодня. И вот этот лысый мужик, это кто вообще? Я думаю, что он там тоже какой-нибудь контролирующая клетка или что-то, кто-то там. Ну, вообще, им не дали имени. Ну Я ладно. не помню таких. Легкие в той стороне. Туда? Или туда? Куда? Сюда. А? Это селезенка? Вот эти вот классные девчонки, Руслан, вообще. Они страшнее, чем белые клетки. Вот эти, которые... Это селезенка. Да? Да, 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 которые такие горячие, такие милые дамы, да. Чем они страшны? Убьют любого. Это классно. Ради них можно продолжить просмотр. Да, да. Сколько у нас Вообще у времени? нас время уже прошло, но я хочу заспойлерить классный момент. Вот. Ну ладно, не буду спойлерить. Короче, ребят, посмотрите аниме, вам понравится. Кайфанете, пошиперите, узнаете про организм получше. Вот. Всем советую. Это, кстати, очень круто, что нам из 3 аниме попалось одно, которое мы смотрели. Да, да, довольно знаково. Кстати, у нее вот шляпа, смотри, похожа на саму же клетку ее. Да, кстати, да, я думаю, с дизайном там старались, прорабатывали такие детали. Так, смотрим следующее, ищем. Да. У нас осталось 2 аниме. Я бы хотела, чтобы нам попались еще какие-то знакомые с другой стороны. Незнакомые. Так. Венус против вируса. Опять какие-то вирусы. Да, и выглядит это аниме довольно печально. Ну, Ты уверен, что хотя... это аниме, да? Да. К сожалению, Венус против вируса мне не вышел. Мне вышло Кабанери Железной крепости. Смотрим Кабанеры Железной крепости. Давайте я зачитаю в этот раз описание. Во всем мире несколько лет назад произошла индустриальная революция. Казалось бы, появление новых технологий должно вывести цивилизацию на новый уровень. Но все произошло иначе. Люди прячутся в огромных крепостях, а передвигаются между ними с помощью укрепленных локомотивов. Все это происходит потому, что на всей территории страны буйствует неизвестный вирус, который превращает обычных жителей в агрессивных зомби. Кабаны собираются в группы и атакуют крепости, чтобы пополнить армию новыми зомби. Тела этих существ защищены металлической броней, и убить их можно лишь попав в самое сердце. Икома живет в одном из городов, где до этих пор было безопасно. Парнишка занимается исследованиями, и он сумел смастерить специальное оружие против кабаны. Кабаны. Одного дня в крепость приехал локомотив Хаяджира, и на борту оказался один из ужасных монстров. Сразу обнаружить его не удалось, а потом ночью началось кровопролитное побоище. Икома был укушен, но он смог остановить заражение, и теперь юноша наполовину кабаны. Парню предстоит далекий путь на Хаяджира в безопасное убежище, но все не так легко, как кажется на первый взгляд. Замечательно. Вау, звучит очень интересно. Ни разу не слышала. Ну, может, слышала, но как-то вот мимо меня прошло. Мгм. У меня, кстати, аниме не обновилось. Ну-ка, а сейчас?
Ты на первую серию зашла? Да. Нет. Ничего не обновилось у Нет, тебя? не обновилась. Давай я тебе еще раз скину ссылку. Мгм. Хотя ссылка, можно сказать, та же. Можно, я не знаю, может обновить страницу. Все. Итак, Так, супер. получается, у нас какое-то темное, мрачное аниме. Да, да. С милых девочек, волшебниц мы потихоньку перетекаем в какие-то клетки, вирусы и зомби. Апокалипсис. Ну, давай посмотрим. Давай. Запустилась? Да. Не снижайте давление. Если остановимся, нам конец. Есть. Предупреди остальных. Есть. Мы проходим через заброшенную станцию. Приготовиться к удару. Черт! Руслан, а нам это можно будет выкладывать? Можно, можно. Мне нравится. Вот. И 3D-графика замечательная, и воинственная история какая-то, эпический кадр. Вот это очень хорошо проработано. Сеттинг, я чувствую, очень интересный, да. Вау. Прямо классно. Прям С первых минут. Первая мурашки. минута, да, прошла это вау. Пока что самое лучшее аниме, скорее всего, что мы смотрели за сегодня. Да, да. Отвалите! Отвалите! Чтобы выжить, нужны не инструменты выживания, а силы, чтобы не колеблясь убивать кабаны. Шинго! Ты как? Вроде обошлось. Ты... «20 лет назад жители Японии в ужасе перед Кабане заперлись на станции. Мы бежали в страхе по трупам товарищей, позабыв гордость. Бери. Уф. Слушай, Жестко. жестко. А прикинь, сколько людей там полегло во время постройки этих железных путей. А еще эти железные пути, наверное, постоянно ломают эти зомби. И кому-то приходится выходить их ремонтировать. Ломают, не знаю. Скорее всего, железные дороги уже были построены, так как это инфраструктура Японии. Вот. Ну да, если такие вещи происходят, то, скорее всего, это нужно все починить, настроить, поставить. Потому что вот эти удары этих кабане по железным стенам, они просто выгибают эти железные стены. И получается Вообще. что-то тяжкое прямо. Зверемешок смертника! Живо! Покажи, чего ты стоишь! Ты знаешь, что делать! Чего ждешь? Дергай! Дергай давай! Можно ли гордиться тем, что продлил свою жизнь ценой другого? И мы теряем не только жизни товарищей. Поэтому я... Мама! Черт!
А посмотри, Руслан, какая тут режиссура, да? Взрыв у чувака переходит плавно взрыв вот здесь. Это все так просто плавно идет. Неплохо, Динамика. неплохо, да. И этот чувак стрелял в изображение сердца, за которым пластина железа или что? Зачем он это делал? Я, честно говоря, не знаю. Скорее всего, это, да, какой-то металлический кусок. И, наверное, то, что он его погнул, это круто. Скорее всего, да. И мешок смертника это просто типа граната, получается? Или это граната, начиненная чем-то еще, чтобы этот монстр не ожил, допустим, в нем? Слушай, мне кажется, что это какой-то, да, необычный мешок, мешок-граната, начиненный чем-то, потому что он приложил это прямо к сердцу, как-то вот специально в эту область. Страшно, конечно, вообще. Согласен. Черт! Мне нужна сила, чтобы одолеть кабана. Еще. Еще немного. Проснулась. Самураи справились. Можете поспать еще. Еще одна. Станция пала. Кабанери из Стальной крепости. Эпизод 1. Ужасающие Какая стилистика тут прикольная, да? Девочка так нарисована. Ну да, красиво. Я только не понял, это чисто 2D или с 3D что-то намешали, как-то размыто это все показали. Получается, у них есть станции, как крепости, как города, и какие-то Да. города пали, соответственно, и находятся уже во Да. владении зомби. Да, то есть городов становится меньше, некоторые из них проигрывают. Тяжко. Ужас. Да, не Ужас. знаю, как жить эту жизнь. Эпизод 1. Ужасающие трупы. Я тоже не знаю, ребят, что бы вы делали в такой ситуации? Расскажите. Ужасающие трупы. Эй, слыхали? Припасы задерживаются. За стеной совсем все плохо. И долго мы так продержимся? Хватит языком молоть. Вдруг самураи услышат. Йоу, герой! Опаздываешь! Осторожно с расчетами! Третья пластина плохо закреплена! Эй, Икома! Как прошло вчера? Хреново. Но давление должно было хватить. А почему обычные свинцовые пули не подходят? 5 минут закончились, но это были очень увлекательные 5 минут. Да, мне кажется, они в эти 5 минут дали жару просто вот по всему, чему могли. Это очень классно. Экшен был, предыстория, да, есть, драматическая смерть товарища показали, красивая девочка, да, Даже лошади. даже лошади были. Все, Вот. было все. И стимпанк, и Вот. поезда, и лес, и город. Даже морковь Да. показали. Я предлагаю нам с тобой, Руслан, потом посмотреть это аниме полностью. Мне кажется, мы будем в восторге. Надо будет запомнить. Я сначала подумал, что ты нашла аниме про кабанов каких-то. Я такой, типа, ну ладно, посмотрим. Типа, окей. Что-то кабаны и железная крепость. Я такой, ну ладно. Да, я тоже про кабанов сидела, думала. Вообще. Так, Ищем следующее. хорошо. Кто там следующий? Итак, зашел на сайт и смотрим, что будет дальше.
Нажимаю. Мгм. Девчонки-путешественницы. Боже Режиссер мой. Котоми Деаи, сценарист Юя Суюки Муто. Ну, у нас что сейчас есть? Это девочки, которые катаются на мотоцикле. Ой, я уже А, разучился так, разговаривать. смотри, у меня находятся девушки в последнем путешествии. И все? Ну да, вот первая строка выдает это. А девчонки-путешественницы нету, да? Нету. Заходим тогда смотреть на последнее путешествие девочек. Там чё-то. Ой, боже, это опять что-то грустное. Ну, 50 на Ребята, 50. начали весело, да, заканчиваем. Итак, люди всегда говорили о конце света, но они не догадывались, что он наступит так быстро. В тот момент, когда человечество достигло своего пика развития, на всей планете начались ужасные катаклизмы. Во время хаоса, который творился на Земле, погибла большая часть жителей планеты, а также вымерли животные и флора. Большие города были разрушены, и теперь привычный мир похож на сплошные развалины и пустыню. Что-то мне это напоминает. Только что вот мы что-то похожее смотрели, да. Мгм. Две милые девчонки знают обо всех ужасах, которые творятся за стенами бункера, в котором они пробыли долгое время. Чита спокойная девчонка, которая умеет рассуждать. И она никогда не делает поспешных выводов, а также действий. Юри жизнерадостная девчонка, которая смотрит на мир с оптимизмом и всегда верит во что-то лучше. Однажды малышки решаются на самый смелый шаг, ведь они собрались выбраться из бункера и добраться до Кеттинкрата, который когда-то был их домом. Они прекрасно понимают, что впереди их ждет не только суровая местность, но и другие опасности. Набравшись смелости, девчонки отправляются в путешествие, которое должно дать ответы на их вопросы. Они даже не догадываются, какой сюрприз их ожидает на поверхности. Что-то про выживание, что-то про тьму, про опять-таки опасность. Скидывай ссылку или запускай, может быть, после запуска только там активируется. Запустилось у тебя? Вот сейчас да. Отлично. Ну что, давайте посмотрим. Мгм. Так, а это интересно у нас, походу, что? Что за Опенинг? дебилизм, я не понимаю. Во-первых, почему они сделали гранж текстуры на моделях и потом чисто металлические сверкающие болтики, которые трясутся на этих грязных поверхностях? А, Я не знаю. Почему? Что за фонарики, которые светят символами и собираются потом из синих символов? Что это, название или что? Какая-то музыка пошла. Ой, вот, наверное, музыку нам придется вырезать. Ну ладно. Ну, там музыка. Думаешь? Ну, звучит как
хор какой-то на Рождество, да, ну как бы. Ну Для ладно. такого аниме это не особо. Мы посмотрели 2,5 минуты. Пока не совсем понятно, что нас ждет. Но мы предполагаем, да, Руслан, что темп истории будет примерно вот такой. Если я не ошибаюсь, я видел это аниме на артах, кто-то мне что-то рассказывал про него. И это очень кровавое такое мясистое аниме. Возможно, я путал, Да. конечно, да. Ну, пока мне не нравится, как О. сделали его. Ну, возможно, ну, сделали специально такое начало, чтобы был резкий контраст в какой-то момент просто, знаешь, вот это вот ля-ля-ля-ля-ля, там девчонки такие едут куда-то, милые, маленькие, а потом Как огромный ворон такая- откусит бошку одной из них. и ты такой сидишь, такой, что произошло? Я начинал, так мило все начиналось. Может быть, может быть. Темно. 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 Как темно. Замолчи. Прости. Все нормально. Можно я зажгу фонарик? Нет, Но... нужно экономить. Мы пока не знаем, где сможем заправиться. Но мы так долго находимся в темноте, что мои глаза, возможно, даже привыкли к этому. Давненько мы не видели дневной свет. Даже не знаю, сколько дней прошло. Но... Где мы сейчас, если серьезно? Как нас угораздило сюда попасть? Да ладно, Ю. Кто там говорил, что было бы неплохо проверить эту яму? Вроде ты, Чи. Вообще-то ты. Ведь есть такая поговорка, разве нет? Вроде там говорится, вот бы забраться в эту яму. Разве это буквально? Э, Поговорок много разных бывает. Да, прикольно сделали, юмор такой интересный. Графика ужасная, рисовка некрасивая для меня. Не знаю. Но она необычная. Не знаю, может, это, конечно, подходит для атмосферы. И, ну, это такая жесткая стилизация. Ух. Где рисовали в последний раз так? Я Когда? думаю, что решили выделиться именно стилистикой. Но девочки, да, они немножко из-за этого стиля кажутся немножко, ну, не тупенькими, но что-то из этой серии. То есть у них по умолчанию такое выражение лица, такое... Мгм. Ну, да, Странно. примерно как мы. Идем в дырку черную. Да, пословица есть такая. Давай проверим. В случае нужно выбираться отсюда. У нас немного еды осталось, да? Но даже если мы выберемся отсюда, не факт, что мы найдем еду. Что же с нами будет? Когда мы уже выберемся из... Эй!
пожалуй, тоже посплю. На этом 5 минут подошли к концу. Нам показали за эти 5 минут не так много, к сожалению. Да, Поэтому выглядит уютно. Конечно, то, что они спят в какой-то темной местности, но... да вообще, ты, Руслан, помнишь аниме-кемпинг про этих девочек, которые там кемпингуют? Да, да, да. Вот что-то похожее. Милые девочки, какая-то милая музыка, что-то они там едут куда-то С с винтовками. вещичками. Просто, да, какой-то вот вокруг решили сделать другой сеттинг. Да, в принципе, может, это одни Апокалиптический, создатели у этих аниме, кто знает. может быть. Ну что, подводим с тобой итоги. Номер 1 у нас бесспорно, конечно же, я думаю, Кабаны. сейчас кабаны, да, как он называется? Кабанери и Ну-ка. Железная крепость вроде. Да, это однозначно первое место и мое, и Руслана. Первое. Прям по всем параметрам. Да. Кому ты бы отдал второе место? Я бы отдал место вот этим школьницам, которые показывали нам кукольный театр. Да ладно, а я бы отдала клеткам заработать, потому что я знаю, что это прекрасное аниме. Ну, мы оцениваем по 5 минутам, и за 5 минут мне это аниме больше понравилось. Ну, согласна, да, нам раскрыли много информации, показали, там была динамика, юмор, милота, все было хорошо. Второе место за девочками сейчас, как это называется аниме? Герои Юки Юна, вот, второе место. Хорошо, кому мы отдаем третье место? У нас остаются клетки за работой, любовь и продюсер, и вот девушки в последнем путешествии. Клетки за работой, я думаю, третье место. Заслуженное третье место. Да, потому что все-таки аниме выглядит интересно, задумка Да. хорошая. Вот Эл из Тетради смерти тоже там уж есть, красивый. Такой намечающийся шиперный такой атмосферка такая, да, информация про организм. В общем, нормально все. Хорошо. Четвертое почетное место. Я бы отдала, наверное, любовь и продюсер, потому что есть потенциал, мне кажется. Мне понравилось, что да, мы там посмотрели чуть больше 5 минут, мы немножко заспойлерили, но там красивые парни, девушка, какая-то задумка с расследованием. Или ты не согласен со мной? Не, я согласен, я бы тоже дал 4 место девушке-продюсеру, или как ее там. Любовь и продюсер. Любовь да. и продюсер, потому что все-таки рисовка очень крутая была, девушки там Да. красивые были, я помню, какие-то там аномалии тоже интересные. И за 5 минут мы узнали тоже очень так затравочки много, вот. Что не сказать про вот это аниме, которое длится очень так долго, и уже только к 4 минуте что-то интересное начинается, какой-то юмор там, раскрывает немного характеры персонажей, вот. Да. Возможно, нужно было быстрее развязку какую-то делать, потому что немножко затянули. Не знаю. Ребята, вот кто смотрел «Девушки в последнем путешествии», расскажите, как ваше мнение, смотреть, не смотреть, советуете, не советуете, потому что, ну, судить по 5 минутам можно, но тоже неправильно. Наверное, все-таки надо, ну, не знаю, смотреть побольше, чтобы судить об аниме в целом. Но если брать первые 5 минут, вот мы вынесли свой вердикт. Абсолютно согласен. Топ составили, примерно рассказали, почему и что, как. Я думаю, Аниме, да, новое аниме для просмотра нашли все прекрасно. вообще.
Ну что, на этой прекрасной ноте мы, наверное, с вами прощаемся до следующих разов. Если вам понравился такой формат, пишите об этом. Да, обязательно скажите, что бы вы, допустим, может быть, внесли дополнительно в эту рубрику, может быть, что-то изменили, а может быть, все прошло очень хорошо. Вот, нам интересно узнать ваши лайки у нас под постом узнать, да? Нет, нам интересно узнать, на самом деле, как вам ролик, чтобы вы, Как вам допустим, ролик, как вам нам эти сказали. аниме, как вам мы? Да, Все пишите. Все. И фотки ваших вкусняшек ждем у нас в соцсетях. Сейчас нас это завалят, Руслан, да? завалят Фотками. чем-то, чем только могут. Ну все, тогда всем пока-пока. Всем пока-пока.